Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео, друзья, мы уделим внимание народным приметам, традициям и обрядам на 1 июня. Поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать в этот день. Друзья, далее все более подробно. Прямо сейчас ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на наш канал. У нас на канале очень много полезной, важной, нужной, друзья, и интересной информации. Также всех хотим поблагодарить за донаты, друзья, которые вы нам отправляете. Нам очень-очень приятно. Итак, 1 июня Православная Церковь чествует память преподобного Иоанна Говского, выдающегося епископа VIII века, который прославился своей преданностью христианской вере и стремлением к иконопочитанию. Его жизненный путь и подвиги остаются важными для православных верующих на протяжении многих столетий. Преподобный Иоанн Говский родился в начале VIII века в Говской области, расположенной на территории современного Крыма. С юных лет он посвятил свою жизнь служению Богу и стал известен своей глубокой верой и мудростью. Благодаря своим знаниям и духовной силе Иоанн был избран епископом Говским. Одним из главных подвигов святого Иоанна Говского стало его активное участие в борьбе за иконопочитание. В период иконоборчества, когда император Лев III и Савр запретил почитание икон, Иоанн Говский выступил в защиту священных изображений. Он настойчиво проповедовал важность иконопочитания, поддерживая верующих в их стремлении сохранить традиции и веру. Преподобный Иоанн Говский построил храм, посвященный святым апостолам Петру и Павлу, который стал важным духовным центром для верующих. Позднее вокруг храма был основан монастырь Парфенид, расположенный у подножия горы Аюдак в Крыму. Этот монастырь стал местом паломничества для многих людей, которые искали исцеления и духовной поддержки. Монастырь Парфенид, где был похоронен святой Иоанн Говский, прославился множеством чудес и исцелений, связанных с его именем. Верующие, приезжающие в монастырь, свидетельствуют о чудесных исцелениях от тяжелых болезней и обретении душевного покоя. Это место стало символом надежды и веры для многих людей, которые искали помощи в трудные моменты жизни. Многочисленные свидетельства подтверждают, что люди, которые страдали от различных болезней, действительно находили исцеление после посещения монастыря Парфенид. Считается, что молитвы у мощей святого Иоанна Говского обладают целительной силой. Помимо физических исцелений, многие паломники отмечают и улучшение своего духовного состояния. Молитвы и пребывание в монастыре помогают им обрести внутренний покой, веру в себя и в Господа Бога. А семейные пары, посещающие монастырь, рассказывают о восстановлении гармонии и взаимопонимания в своих отношениях. Они верят, что молитвы к святому Иоанну Говскому помогают укрепить семейные узы. Также в этот день в память преподобного Иоанна Говского занимает важное место в православной традиции. Его жизнь и подвиги служат примером верности, мужества и духовной силы для всех верующих. В день памяти святого Иоанна Говского, 1 июня, православные христиане вспоминают его заслуги и молятся о его заступничестве. 1 июня в православных храмах проходят богослужения, посвященные памяти преподобного Иоанна Говского. Верующие приходят в храмы, чтобы вознести молитвы к святому и поблагодарить его за чудеса и попросить о помощи в своих проблемах. Также 1 июня Православная Церковь вспоминает великого князя Московского Дмитрия Донского, выдающегося правителя и военно-начальника, который сыграл ключевую роль в истории Руси. Дмитрий Донской, сын Ивана II и внук Ивана I Калиты, с детства проявлял удивительные качества лидера и защитника родной земли. Его жизнь, полная подвигов и испытаний, стала примером христианского благочестия и преданности своему народу.
Дмитрий Донской родился в 1350 году и остался сиротой в раннем возрасте. Его воспитанием занимался святитель Алексий, митрополит Московский и всея Руси, который вложил в мальчика не только основы христианской веры, но и мудрость государственного управления. Под руководством митрополита Алексия Дмитрий рос духовно и интеллектуально, готовясь к великой миссии объединения русских земель. Когда князь Дмитрий обладал не только христианским благочестием, но и талантом государственного деятеля и военачальника. Он продолжил начатое его дедом Иваном Калитой дело по объединению русских земель, укрепляя единство и мощь Московского княжества. Одним из значительных достижений Дмитрия стало строительство Белокаменного Кремля в Москве, который стал символом могущества и неприступности Руси. Одним из самых ярких и значимых событий в жизни Дмитрия Донского стала Куликовская битва. В 1380 году князь возглавил вооруженную борьбу против Золотой Орды, стремясь освободить Русь от татаро-монгольского ига. Перед решающей битвой он посетил Троице-Сергиеву лавру и получил благословение Сергия Радонежского, который предсказал ему победу. 21 сентября 1380 года, в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы, войско под предводительством Дмитрия Донского одержали победу на Куликовом поле между реками Непрядвой и Доном. Несмотря на численное превосходство врага, русские войска разгромили армию хана Мамая, который был вынужден бежать в Крым. Эта победа стала поворотным моментом в истории Руси, укрепив ее военное и духовное единство. В честь победы на Куликовом поле князь Дмитрий получил прозвище Донской. В знак благодарности Господу и Пресвятой Богородице он основал Успенский монастырь на реке Дубенке и построил храм Пресвятой Богородицы на могилах павших воинов. В Троицкой обители Дмитрий Донской устроил всенародное поминовение погибших воинов, что стало началом традиции димитровских родительских суббот перед днем почитания святого великомученика Дмитрия Солунского. Дмитрий Донской скончался в возрасте 39 лет, оставив после себя великое наследие. Он впервые без разрешения Золотой Орды передал своему сыну Василию I Великое княжество Владимирское, что стало важным шагом на пути к независимости Руси от татаро-монгольского ига. Его деяния и достижения продолжают вдохновлять поколения православных христиан и всех, кто чтит историю и культуру Руси. В народном календаре 1 июня – это день, который был посвящен Ивану Долгому. У этого праздника были и другие названия – Иван, оберег Невы, ранние льны. В этот день все события так или иначе были связаны с началом лета, с пшеницей и хлебом, о которых крестьяне заботились постоянно. Этот день был наполнен особой атмосферой и традициями, которые призваны прогнать уныние и принести в жизнь радость и благополучие. Иван Долгий символизировал начало лета и период активных полевых работ. Крестьяне верили, что в этот день нужно начинать заботиться о будущих урожаях, особенно пшеницы и льне. Все действия и ритуалы этого дня были направлены на привлечение удачи и благополучия в сельскохозяйственной деятельности. Крестьяне считали, что в этот день нужно провести обряд оберега Невы, чтобы защитить посевы от вредителей и неурожаев. Для этого использовали специальные магические слова и обряды, направленные на привлечение плодородия и защиты урожая. День Ивана Долгого также был связан и с посевом льна. Считалось, что именно в этот день нужно сеять лен, чтобы он вырос крепким и здоровым. Этот процесс сопровождался специальными ритуалами и молитвами. На Ивана Долгого люди старались не думать о плохом и гнать прочь тяжелые мысли. Иван Долгий не любил уныния, поэтому все старались быть веселыми и жизнерадостными. В этот день, конечно же, особое внимание уделялось дождю, который считался благословением. В
старину люди ждали дождь на Ивана Долгого и не прятались от него, а наоборот старались чуточку помогнуть под его струями. Старцы утверждали, что дождевые капли в этот день обладают сверхъестественной силой. Они способны исцелить от болезни, а также дать силу и здоровье. Девушки и женщины собирали дождевую воду, чтобы умыться ею. Считалось, что эта вода очищает кожу, омолаживает ее и придает белизну и сияние. Такая вода использовалась также для полоскания волос, чтобы придать им мягкость и блеск. Обряды на Ивана Долгого включали различные действия, направленные на привлечение удачи и плодородия. Эти ритуалы помогали крестьянам надеяться на богатый урожай и благополучие в хозяйстве. Для защиты полей крестьяне проводили специальные обряды с использованием трав и магических слов. Травы разбрасывали по полю, произнося при этом защитные слова. Это помогало уберечь посевы от вредителей и обеспечить хороший урожай. В этот день сеяли лен, сопровождая процесс специальными молитвами и ритуалами. Считалось, что посеянный на Ивана Долгого лен вырастет крепким и даст богатый урожай. В день Ивана Долгого крестьяне молились о плодородии и благополучии в хозяйстве. Эти молитвы обращались к небесным силам с просьбой о защите урожая и хорошей погоде для сельскохозяйственных работ. Одной из главных традиций на Ивана Долгого это было сажать огурцы. Считалось, что посадка огурцов в этот день обеспечит хороший урожай и крепкие растения. Считалось, что огурцы, посаженные 1 июня, получали особую силу, и их плоды были особенно вкусными и сочными. В этот день люди работали, не покладая рук, с самого рассвета и до заката. Считалось, что если на Ивана Долгого лениться, то все лето придется перебиваться подножным кормом. Активная работа в этот день помогала заложить основу для успешного сельскохозяйственного сезона. До 1 июня также связывали этот день с привлечением богатства. Для этого проводились специальные ритуалы и произносили особые слова. Один из таких ритуалов заключался в том, чтобы перед сном положить свой кошелек под подушку и сказать такие слова: «Приходи, доход, до моих ворот. Заходи в дом, будь здесь, сейчас и потом. Тебе с нами оставаться, нам в деньгах не нуждаться». Именно эти слова помогали привлечь финансовую удачу и обеспечить благополучие в доме. День считался и благоприятным для домашней работы. Полезно было выбросить или раздать ненужные вещи, чтобы освободить в доме не только физическое, но и энергетическое пространство. Чистота и порядок в доме способствовали привлечению позитивной энергии и удачи. День Ивана Долгого благоволит и путешественникам. В этот день можно смело было отправляться в длительные поездки, так как дорога принесет положительные эмоции и новые впечатления. Путешествия в этот день считались особенно удачными и безопасными. Если обстоятельства не позволяют вам отправиться в дальнее путешествие, можно просто прогуляться с близкими людьми. Совместные прогулки на свежем воздухе укрепляют связи, улучшают настроение и приносят радость. На Ивана Долгого обязательно нужно было надеть на себя что-то новое или чистое и праздничное, если нет возможности приобрести обновку. Считалось, что новая одежда или чистое одеяние принесет удачу, радость и обеспечит хороший урожай на лето. 1 июня, в день Ивана Долгого, традиционно соблюдались определенные запреты, направленные на защиту благополучия, урожая и семейного счастья. Именно эти запреты основывались на народных поверьях и опыте предков, которые верили, что несоблюдение этих правил может привести к неприятностям и к несчастьям. В старину люди верили, что человеческие слезы, пролитые на Ивана Долгого, могут стать причиной дождливого лета. Плач в этот день можно было вызывать таким образом бесконечные дожди, которые губительно сказались бы на урожае. Поэтому 1 июня старались избегать любых причин для слез, сохраняли позитивный настрой и старались радоваться жизни. На Ивана Долгого стричь волосы и ногти было строго запрещено. Считалось, что это может повлиять на урожай и привести к безденежью. Волосы и ногти символизировали связь с природой и ее силами, и любое вмешательство могло нарушить эту гармонию.
Также носить грязную одежду на Ивана Долгого считалось притягиванием нечистой силы, которая могла наделать бед. Это касалось даже той одежды, которую надевали всего один раз накануне. Важно было в этот день, 1 июня, надевать чистую и опрятную одежду, чтобы избежать негативных последствий. Считалось, что грязь притягивает нечистую силу, а нечистая сила могла принести беды и несчастья. В этот день также было запрещено оставлять и маленьких детей в одиночестве. Считалось, что злые духи могли напугать ребенка, доведя его до заикания или других проблем. Поэтому родители старались всегда быть рядом со своими детьми, чтобы защитить их от злых сил. Также завидовать на Ивана Долгого считалось большим грехом, за который следовала Божья кара. Завистника ждала участь остаться наедине со своими проблемами, которые он никогда не сможет разрешить. Поэтому люди старались радоваться успехам и других людей и избегать любых негативных мыслей. Иван Долгий был известен как труженик, и ленивцев он не любил. Считалось, что тот, кто ленится в этот день, будет перебиваться подножным кормом все лето. Люди активно работали от рассвета и до заката, чтобы обеспечить себе удачу и хороший урожай. Венчаться на Ивана Долгого было запрещено, так как следующий день был связан с праздником, и венчание в этот день считалось грехом и могло принести несчастье в браке. Пары выбирали другие даты для заключения брака, чтобы избежать негативных последствий. На Ивана Долгого было запрещено и топтать растения, срезать цветы и ломать веточки. Святой Иоанн оберегал природу, и любые повреждения растений считалось большим грехом. Нарушители данных традиций могли остаться без урожая или даже разориться. Вот такой, друзья, у нас с вами день 1 июня по народным приметам, традициям и обрядам. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, в комментариях обязательно напишите слово «благодарю», нам будет очень-очень приятно. Но прямо сейчас, друзья, на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Друзья, нажимайте то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.